Друзья мои, всем привет! Меня зовут Виктория, добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у меня совместное видео с моей Ульяшей. Она вяжет, у нее канал о вязании. И сегодня она будет вязать нарцисс, цветок. Но это будет заколка. Поэтому, если вы вяжете, обязательно переходите на ее канал. Или если вы хотели научиться вязать, или просто хотите, да, многие знают Ульяшу, послушать ее рассуждения про нарциссизм, тоже переходите на ее канал. Оставлю ссылку на канал и на ее инстаграм и так далее. И, друзья мои, я вам расскажу про ароматы для нарциссов. Но сначала давайте все-таки выясним, кто такие эти нарциссы, потому что сейчас просто этим прекрасным и ужасным одновременно словом называют всех подряд. Мне, конечно, это не нравится. Я училась на психолога. Да, я не работаю психологом, поэтому никого консультировать я не могу, но я же помню, теоретическая часть-то она со мной. Вот, поэтому хочется рассказать, поделиться с вами. Кому интересно сразу про ароматы, переходите по тайм-кодам. Давайте, нарцисс. Это термин, который определяет человека в его отношениях с самим собой, со своей ценностью, со своей значимостью, со своим мироощущением и тем, куда он ставит себя в этом мире. И еще бы я сказала, да, что вот это вот ощущение, да, и оно именно у человека с нарциссизмом, если мы говорим прям про расстройство нарциссическое, оно у него обычно ложное, потому что он живет в фантазии о себе, потому что он живет в психологической защите, которая уже часть его личности. Поэтому, когда называют человека нарцисса вообще по одному действию, по одному видео, по одной фразе какой-нибудь или по одной черте, это, конечно же, не так. Это, кто вообще эти люди, которые ставят такие диагнозы по одному действию, я не знаю. Это может сделать только, во-первых, специалист, проведя кучу разных тестов, разговаривая с человеком. И надо смотреть на спектр проявлений, да, потому что вообще нарциссическими защитами мы пользуемся все. Я не буду сейчас, это реально огромная тема, я не буду сейчас разбирать каждую нарциссическую защиту, просто знаем, что они есть, и они в некоторых стрессовых ситуациях проявляются у всех людей. И даже больше скажу, они должны проявляться у людей в некоторых ситуациях, чтобы гармонично жить в этом мире, чтобы достигать успеха, своих целей в обществе. Это важно, потому что все-таки здоровый нарциссизм – это именно о способе проявления себя в этом мире. И давайте мы вот поговорим с вами про пользу нарциссизма, да, и про вред. Если вам, кстати, интересна эта тема, вы хотите прям ее более с научной точки зрения узнать, почитайте книгу Нэнси Уильямс «Психоаналитическая диагностика личности». Звучит довольно-таки как будто бы очень сложно, но на самом деле я читала это как роман, как захватывающий детектив. Она там рассказывает про все типы личности, и рассказывает, как они формируются, какие защиты они выбирают, почему, какие обстоятельства, родители у этих людей. Много там каких-то историй на своей практике рассказывает. Это очень интересно, очень. Конечно, там есть термины, но они в общем, не вся книга написана в одних терминах. Если интересно, я оставлю вам название. Давайте сейчас начнем с хорошего. Давайте про пользу нарциссизма. И первое, что он дает, это устойчивость на этой земле, устойчивость своего собственного я, своей личности. Вы понимаете, что вы окей, вы имеете право вообще существовать, вы имеете право проявляться, жить на этой земле, и вообще вы равны со всеми людьми. Вы не хуже и не лучшие, мы все равны. Вот. Это такая базовая, вообще естественное, так сказать, право человека. И звучит вроде просто, но на самом деле, поверьте, не каждый человек внутри себя имеет это чувство, это вот ощущение, что я есть, и я имею право быть. Вот
таким, какой я существую. Второе, что дает нарциссизм здоровый, это амбиции, это какие-то внутренние стремления к лучшему, это желание жить хорошо, достойно, как каждый человек, да, себе его представляет. И вот тоже вот это вот ощущение, что я имею на это полное право. Знаете, не вот эта вот поговорка «нежели хорошо, не надо и начинать». Вот это вот все из области, что человеку не хватает этого здорового нарциссизма, да, потому что есть вообще здоровый нарциссизм, нездоровый нарциссизм, и есть нехватка здорового нарциссизма, я бы вот так еще сказала. И вот в этом случае вот эта вот фраза, да, она скорее вот, что человеку не хватает, ему запрещали, ему говорили: нет, ты недостоин, ты чем-то хуже, вот те люди, да, а ты вот сиди, не высовывайся, вот это вот все. Это все от нехватки. И тоже ничего хорошего. Потом следующее, очень важное, умение устанавливать границы. То есть когда ты знаешь, что ты имеешь право существовать, ты знаешь, что ты имеешь право на хорошую, спокойную или там неспокойную, веселую, какую там ты себе представляешь жизнь, то, соответственно, да, ты имеешь право жить так, как ты хочешь, и никто не должен нарушать твои границы. Ну, ты, естественно, тоже, да, это рождает свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Это тоже правило, и ты понимаешь, когда у тебя здоровый нарциссизм, у тебя не потеряна эмпатия, и ты понимаешь, что вот сюда наступать не надо. И, соответственно, ты сам никогда не позволишь наступить туда, куда ты не хочешь, да, чтобы ступала нога посторонних или вообще любых людей. Это только ты определяешь. Это твое я, это твоя территория. Еще, что дает здоровый нарциссизм, он дает вот возможность открыть свою харизму, возможность быть ярким человеком, вдохновлять других или вдохновляться самому, да, вот из себя черпать это вдохновение, видеть себя и понимать, что вот, блин, как классно я умею делать, и это тебя мотивирует двигаться дальше. И харизма – это не что-то одинаковое у всех. Харизма вообще у каждого человека своя. Некоторые люди харизматичны тем, что они яркие, такие резкие, какие-то, вот знаете, очень быстрые, молниеносные. Другие люди, да, понимаете, на кого я намекаю, они, наоборот, очень медленные, они плавные. И вот когда человек принимает себя, то его медленность и плавность, она становится очень притягательной. Ты включаешь видео, человек тебя как будто гипнотизирует. Ты такой: боже мой, я уже не могу это даже выключить, это так интересно, меня просто уносит куда-то на волнах этой безмятежности. То есть, понимаете, да, это моя энергия, вот это вот спокойствие, безмятежности, такая гипнотическая, так это слово нельзя произносить, но такая, знаете, уже одурманивающая. Да, это прям мое. Я люблю и музыку такую, и фильмы такие смотрю, и жизнь такую стараюсь вести в своем ритме. Ну, естественно, видео мои такие же получаются. А есть, ну, абсолютно, да, вот, ну, как музыка другая. Вот есть это вот там какой-то, не знаю, электронная музыка, рок, есть джаз и так далее, и так далее. И я, скорее всего, что-то из серии Лана Дель Рей. Вот мне вот такое нравится. И ритм, в общем, это мой ритм. Вот, друзья. И как раз-таки здоровый нарциссизм, он дает возможность безопасно проявить вот эту вот свою харизму, да. Потому что как проявить харизму, если ты боишься, что тебя кто-нибудь осудит, кто-нибудь тебя закритикует, и ты не сможешь даже этого человека на место поставить, потому что тебя это тут же разрушает, тебе это делает невыносимо больно. Невозможно. Здоровый нарциссизм – это кто-то, значит, в меня кинул, я такая раз и ответила. Да? Меня это вообще не разрушило. Я просто ответила и отодвинула этого человека. Все. Вот так вот. Очень важный пункт – это здоровый нарциссизм. Вот когда у вас есть ядро, вот это свое «я», да, которое вы уже умеете охранять, вы уже умеете его защищать, оно не развалится от критики, от того, что вы совершили ошибку, от того, что вас отвергли, вам отказали. Вы не развалитесь, вы даже не боитесь этого, понимаете? Вы смело идете, проявляетесь ярко, харизматично,
зная, что вас могут начать критиковать, зная, что вы можете вот так вот прям при всех упасть, да, вы выйдете на сцену, забудете слова, и при всех, так сказать, опростоволоситесь. И вы понимаете, что это вас не убьет, это вас не разрушит, да, вам будет неприятно, но вы это переживете. Вот ваше вот это ядро не сломается. И давайте перейдем сейчас, да, к тому случаю, когда ядро сломается, когда человек страдает нарциссизмом. Да, вот казалось бы, да, нарциссизм, все считают, что это такие самовлюбленные павлины, которым вот только вот он себе важен. На самом деле это абсолютно не так. Потому что у нарцисса, у человека, страдающего нарциссизмом, у него очень хрупкое «я». Очень. То есть он вот, если это защита, да, идеализация и обесценивание – это главная защита у нарцисса, он себя изо всех сил идеализирует, но критика, она его тут же роняет в полное обесценивание себя. То есть у него «я» очень хрупкое. Оно настолько зависит от мнения окружающих, что оно от него же может и разрушиться. И он все время, как в зеркале, в других людях ищет подтверждение, что он окей. Если у нас, помним, да, в здоровом нарциссизме он дает ощущение, что я окей, я имею право существовать уже вот потому, что я родился, потому что я есть, вот я твердо стою на ногах, то у нарцисса, у страдающего человека этого ощущения вообще нет. Для этого он раздувает искусственно вот эту вот свою значимость, свою ценность, в которой он внутри себя, да, не то что не уверен, он чувствует огромный стыд за себя, он внутри уверен, что он полное ничтожество, отвратительное, вот он вот так к себе относится. Естественно, это там глубоко бессознательно. И поэтому он вот выстраивает вот такую вот очень красивую картинку, очень красивую, вот что не подкопаешься. Да, вот такая идеальная. Но не надо сейчас вот всех людей, кто в Инстаграме выстраивает идеальную картинку, нарциссы записывать, потому что многие люди это делают абсолютно осознанно, да, они так зарабатывают деньги. И когда человек понимает, что он это делает и для чего, я бы его нарциссом не назвала. Да? Я бы назвала его работником года. Работник года Инстаграма. Еще, да, что вот у нарцисса он не может получить от общения, да, эмоции, потому что он внутри находится в полнейшей изоляции, он же скрывает свое настоящее «я», да, он же внутри-то уверен, что он ужасен, он отвратителен, ему стыдно за себя, и он не может открыться. У меня была подруга, и вот она прям нарцисс, и я видела, что она очень хочет найти друзей, очень. Но все, что она делала, как она себя вела, она просто людей отталкивала, понимаете? Ну, то есть, представьте, ты с ней встречаешься, а единственное, чем она занята, она пытается в тебе, как в зеркале, отразиться. Она не испытывает эмпатии к тебе, да, чтобы ты ей не рассказывала. Вот на любой рассказ она обычно говорит: а вот у меня, и обычно за этим идет, как у нее все классно. Если ты говоришь: ты знаешь, вот я там что-то с мужем поссорилась, а вот мы никогда не ссоримся, у нас вообще полное согласие. И вот так почти вот на все. Или даже если у тебя что-то плохо, и она такая видит, что плохо, она такая: так, у меня-то вот еще вот хуже, вот ты посмотри, вот и я вот еще хуже выдерживаю. То есть это человек, который всегда, да, он всегда будет говорить только о себе. Ни эмпатии вы не дождетесь, ни понимания, вы не будете ощущать, что вас кто-то выслушал. Потому что еще очень, очень часто весь разговор перетекал в спорт и пыталась доказать, что, правда, вот поверь, я вот тебе рассказываю, что у меня вот мне душа болит. Она пытается, нарциссы пытаются это обесценить. Говорит: у меня-то еще там больше все болит. Давай вот лучше обсудим вот у меня вот. Поэтому я видела, что она очень хочет найти друзей, но видела, что она все делает, чтобы от нее просто люди бежали. Я, кстати, прям от нее
сбежала на полном серьезе. Мы сидели, разговаривали в один прекрасный вечер, и у меня я просто не выдержала, я не хотела ее разрушать. Я понимала, что если я ей вот сейчас в глаза все скажу за это время, что я вижу, и мне накопилось, это будет не ссора, это будет просто, я ей сделаю очень больно, да, любого нарцисса это разрушит, это сделает ему невыносимо больно. И я просто встала и ушла. Просто я считаю, что я сделала, вот я понимаю, это тоже ей было наверняка неприятно, но не настолько, если бы я вот в прямую конфронтацию вступила, прям 100%, я это знаю. Ну, естественно, да, у нарциссов все время есть вот эта вот конкуренция в дружбе, не в дружбе, в личной жизни, они все время находятся в конкуренции. Им очень важно победить, чтобы быть, естественно, лучше, и чтобы, естественно, конечно же, не развалиться, потому что они не могут быть на равных. Они либо либо лучше, либо хуже. Тут вообще без разницы. В общем, просто они не могут построить отношения на равных. Согласитесь, дружба – это всегда отношения на равных, настоящие, да, не то, что там кто-нибудь как-нибудь называет. И, соответственно, да, они не могут учиться, они не могут, я имею в виду, они не могут вот развиваться внутренне, личностно, по-настоящему развиваться, меняться, потому что критику они не воспринимают, они от нее разваливаются. Вот это их ограничение, к сожалению. Они не могут признать, что они где-то совершили ошибку, они будут всегда обвинять всех вокруг. Вот что-то было не так, вот обстоятельства, люди, все что угодно, только вот не они. Они не могут это признать. Даже вот уже находясь сам с собой, даже вот в кабинете психолога, где это можно сделать безопасно, они не могут это признать. Нет у них ресурса пережить эту ошибку потом. Ну и, конечно, они очень ранимые, они склонны к таким очень преувеличенным переживаниям, не могут пережить неудачу, она их может сломать напрочь, они не могут пережить отвержение, отказ, потому что это все, что им заявляет вот ту самую правду, как они думают, да, которую они всю жизнь пытаются скрыть. Причем и вот это вот ощущение полной ничтожности, оно не настоящее. Ну и ощущение вот этой вот, что я лучше всех, и я царь и бог, оно тоже не настоящее. То есть что самое, да, страшное в нарциссизме, вот уже в том, который деструктивный, то, что у человека нет связи с реальностью, реальной жизнью, он ее не видит, она у него вот правда искажена, он как будто смотрит через какую-то призму, да, как в кривых зеркалах он отражается. И точно так же у него нет связи с собой, со своим телом, со своей душой. У него нет этой связи, она нарушена. Вот это самое страшное, да, что порождает все остальные уже последствия. Да. Что самое главное, нарцисс, он даже не может признать, что у него нарциссизм, он болен. И вот поэтому это очень сложно корректируется. Многие психологи вообще говорят, что типа это не лечится. Это вот, если другие типы личности мы можем корректировать, давать им возможность, да, как-то измениться, то типа вот здесь нет. Но я с этим не согласна. Я считаю, что просто некоторые психологи не могут. Я считаю так вот. И, друзья мои, я оставлю у себя в Телеграме тест на определение нарциссизма у себя, так сказать, какой у вас градус, хороший или недостаточный. Я оставлю тест сокращенный и оставлю полный тест, то есть можете выбрать. А Телеграм мой будет в инфобоксе. Так, ну что, мне такое вступление получилось долгое. Давайте перейдем тогда к парфюмам. И первый парфюм, о котором я хочу сказать, это будет Angel's Dust от Франческо Бьянки. Это аромат. И мы, конечно же, да, мы сейчас все-таки давайте говорить о здоровом нарциссизме, о принятии себя, о любви к себе, связи со своим телом, вот этой харизмой, да, желанием проявляться. И, естественно, все парфюмы яркие, шлейфовые, стойкие. И
уникальный в своем роде. Это аромат про будуар. Пудра, помада. И он, знаете, он такой прям, этот аромат жирненький. Тут есть бальзам Толу, очень нравится. Она имеет такой немножечко фруктово-ягодный оттенок, и в то же время он такой, как будто бы немножко такой жирненький, густой. Вот он дает вот это ощущение помады аромату. Пудра, да, как я уже сказала, здесь есть, по-моему, мимоза, то есть такое цветочное направление. Ну, для меня это вот все описывает атмосферу будуара. Там, может быть, и цветы стоят, там косметика, и вот ты собираешься, какой-то крем на себя, да, тут еще розы есть, наносишь с розой или масло. Но она тут, надо сказать, такая больше косметическая. Мне нравится. Я вообще не фанат роз. Мне розные ароматы кажутся довольно скучными, но здесь она хорошо здесь работает. Это я не скажу, что прям мои любимые ароматы. Тут роза пион, это Делина. У меня вот две таких travel-версии, Делина и Делина эксклюзив. Делину, которая больше все-таки про пион, про личи, персик. И тут есть такая нота современная, то ли минеральная, вот какая-то вот такая очень мозгодробительная, я бы так сказала. Но она придает аромату прям такой шлейфящей стойкость. И я ношу это обычно в жару. Вот как сейчас мне, правда, прям хочется его нанести сейчас на себя. Я этот аромат очень плохо воспринимаю в холодное время года, хотя мне муж подарил вот набор из 4 Parfums de Marly именно зимой. Но я понимаю, что мне лучше все-таки заходит это в жару. И Parfums de Marly Delina эксклюзив. Вот здесь больше про розу. Про розу, про пудру, и он еще более стойкий, чем Делина просто. Он еще более стойкий, еще более шлейфовый, пудра прям тут такая очень густая. То есть это вот исключительно для любителей пудровых ароматов, иначе он вас придушит. Так, Насамата, наркотик Ви. Белые цветы, тубероза, лилия, жасмин, специи. Очень ярко, очень шлейфово. И тут есть такой фруктовый такой аспект туберозы в самом начале. Он стартует именно с него. А потом уже вот эти белые цветы, специевость. И в конце аромат даже как будто бы звучит вот такой чистотой, такой стерильностью. Меня это очень удивило, потому что в начале ничего не предвещало. Так, аромат реально с нарциссом. С нарциссом это Map of the Heart V6 Ecstasy. Очень. Со всех сторон что-то на нем написано. Это тот самый аромат с сердцем. Здесь у него тоже, видите, есть вот такое вот сердце выгравированное. Мне вот этот аромат, точнее вообще не так скажу, мне этот бренд, его концепция вот с этими анатомическими сердцами очень напоминает строчку из Маяковского. У прочих знаю сердце дом я, оно в груди любому известно. На мне же с ума сошла анатомия, сплошное сердце гудит повсеместно. Мне кажется, это так круто. В общем, давайте вернемся. Здесь нарцисс, да. Но я чувствую прям со старта красные ягоды, какие-то северные, терпкие, кислые и какую-то я чувствую тут выпечку, и где-то на фоне прям такие жирные, желтые нарциссы цветут. Вот, ну они там где-то, да, за спиной, где-то на фоне. Вот такой вот для меня это аромат. Причем нарциссы я услышала не сразу, потому что для меня вот это мне кажется, Сумов дает вот это ощущение красных ягод. Так, давайте дальше. Keep Glazed от The House of Wood – это нарциссический манго. Яркий, жизнерадостный, харизматичный, такой, знаете, вот все себе позволил, такой щедрый. Мне кажется, еще здоровый нарциссизм дает такую щедрость, потому что щедрость – это все-таки очень яркое качество человека, заставляющее обратить на себя внимание. И вот это вот
да, ощущение какой-то для меня лично, да, такой связи ну, что-то плодородное, да, связи с землей. Это я вот есть, я имею право существовать, и я вот прям фонтанирую, да, изобилие. Вот из меня прям настолько оно рвется, что мне одному много, давай идти, я вот всем там чего-нибудь раздам. Вот для меня этот манго, вот он такой щедрый, яркий, запоминающийся, шлейф, стойкость просто нереальный. Versace Crystal Noir у меня в туалетной воде. Для меня тоже это какой-то аромат очень щедрый. Тут есть все. Тут имбирь, тут кокос, тут сандал, тут белые цветы. Жирненький такой аромат, да, за счет вот у меня ощущения кокосовое масло здесь. И тоже про такую яркость, жизнерадостность, вот такое цветение. Знаете, вот здоровый нарциссизм мне напоминает такое цветение. Такой, знаете, вот человек, он цветет и пахнет, пахнет Crystal Noir. Но это для меня прям вот весна или лето, это плодородие всегда, да. Здоровый нарциссизм – это про плодородие. Это человек, который способен родить идею, творчество, человека другого. Да, есть доля здорового нарциссизма в том, чтобы даже другого человека родить. Ты такой, ну вот смотрите, какой я. Вот это же хорошо, чтобы еще кто-то был такой же на земле, остался похожий на меня. Тоже в этом есть, да? Или вот создание бизнеса, какого-то творчества, это YouTube-канала в конце-то концов. Это тоже, ты такой, вот хочу, чтобы вот маму и тут, и вашу маму и тут, и там показывают. Вот, понимаете, да? То есть вот я и вот еще. Блин, я бью сюда. Вот я и вот я. Но это здоровый нарциссизм, друзья мои. Это то, что нужно. То, что нужно. Еще один очень яркий аромат. Очень он похож на кирки или на эрба пура. Это пугающие многих амбра-деревяшки, но они просто восхитительны в жару. Вот верьте, нет, я очень боялась кирки в своей жизни, но когда я попробовала его здесь, ну, как и этот аромат, да, просто кирки, он был первый, который я в жаре попробовала, я вдруг поняла, насколько он освежающий. Он вообще звучит каким-то фруктовым, дорогим, освежающим шампунем и одновременно гелем для душа и кремом для тела освежающим. И вот точно так же этот аромат. Это Pearl от Arabesque. Black Orchid, Tom Ford в туалетной воде. Конечно же, в этой подборке, скорее всего, должна быть парфюмерная вода, такая яркая, да, тоже опять стойкая, заявляющая о себе, такая щедрая на ночную жизнь. Вот у меня почему-то полное ощущение от этого аромата, что он куда-то погружает в ночь. Хотя я этот аромат ношу и днем, и с утра. Он как будто соответствует, вот именно в туалетной воде, он не такой громкий, я его могу носить, и он прям, мне кажется, соответствует какой-то вот части меня, характера, вот такой больше интровертный, такой, которая... Господи, как же это описать-то? В общем, я не могу это описать, блин, я не могу подобрать слова. Это вот что-то такое, реально, к чему сложно подобрать слова. То, о чем ты, возможно, еще не можешь сформулировать. Вот как-то вот так вот. Это что-то очень глубокое такое, очень неосознанное. Короче, для меня это аромат бессознательного. Вот. Поэтому ощущение именно ночи, глубины, чего-то такого загадочного, непознанного. И бездонного, да, бессознательное – это у нас, да, у людей это намного больше, чем сознание и сознательная часть, намного больше. Мы большую часть времени проводим в бессознательном. Ну, так получается, да. Мы не осознаем прям вот каждую секунду себя, все время, да, мы все равно куда-то то в фантазии, то в воспоминания уйдем,
то на автоматизмах что-то делаем, на автомате что-то делаем, да, в этот момент тоже не особо осознаем. Ну, вот машину, знаете, кто водит, вот когда вы начинали, скорее всего, прям каждую секунду осознавали. Но когда ты уже водишь машину много лет, особенно по одному тому же маршруту, ты уже вообще все делаешь на автомате. Ты не замечаешь, как ты смотришь поворотники, зеркала, переключаешь передачи, вообще не видишь этого. А первое время для тебя ты думаешь: "Господи, да как же можно это вообще все делать одновременно?" Вот, друзья. Так, что еще? Мадемуазель Коко от Шанель. У меня интенс, но это для меня прям и девушка, на которой этот аромат первый раз услышала и захотела, вот она прям такая, знаете, цветущая, прям мимоза. Она просто была в таком во всем желтом, прям во всем. Джинсы, топ, туфли, сумка, все было желтое. Вот прям она зашла как солнце, да. Солнце, оно прям такой символ на самом деле, эм, нарциссизма, эгоцентризма, да, потому что оно одно, все вокруг него, вертится, крутится. И вот, я помню эту девушку, и для меня прям вот такая ассоциация, да, да, вот с такой яркой, харизматичной, красивой личностью девушкой. Ну, я её вообще не знала, да, все остальное, что я там о ней придумала, это моя фантазия, это чисто из ее внешнего облика. Это харизматичный, нарциссичный Элиан от, Mugler. У меня в туалетной воде, потому что, ну, я не могу носить другие версии. Мне нравится, что здесь много очень бергамота в начале, такого цитруса. Ну, я это чувствую как бергамот, там, по-моему, что-то вообще другое заявлено. Ну, мне вот так видится. И прям куст жасмина цветущий, но такой жасмин, рафинированный, гламурный, без каких-либо там индольных нот. Такой чувствуется, что это вот люксовый жасмин. Да, тут это ощущается. И тут, по-моему, кашмиран в базе, а, но и все-таки сразу узнается, что это мюглер. Да, это чувствуется. Так, Black Opium Yves Saint Laurent. У меня это Over Red, но, знаете, мне кажется, классическая версия даже сюда подошла бы лучше. Очень яркий, очень запоминающийся аромат. Да, теперь он, конечно, растиражирован, он очень, так сказать, попсовый, но когда он только вышел, все-таки он был такой уникальный в своем роде. Over Red, конечно, это, знаете, скорее классика, использованная здесь как база, да, но нота вишни здесь и я чувствую шоколад, они довольно-таки яркие. И они, держатся очень хорошо, то есть они прям держатся на этой базе, они не уходят, они не уступают место, то есть этот аромат не превращается в один из, господи, каких клонов, в один из фланкеров вот, Yves Saint Laurent Black Opium, как остальные. Вот в остальных, честно, я чувствую там, не знаю, минут 10 чего-то там другого заявленного, потом это просто Black Opium. Здесь нет. Здесь, именно, черешня. Даже вот я это чувствую как шоколадную конфету с начинкой, с начинкой из черешни. MDCI Pêche Cardinal. Ну, это для меня, такой аромат, любви к себе. Опять, плодородие, щедрости. Здесь тубероза кремовая в базе, но все стартует с такого яркого персика и черной смородины. Очень яркий, очень. Вот кто-то говорит, что это даже кажется искусственным, таким ненатуральным, каким-то пластиковым. Ну, вот я это чувствую как яркую такую, наоборот, природную ноту. Иногда такое бывает, что-то недавно я попробовала, я не помню сейчас, какой-то природный цветок. Я прям понюхала и думаю: "Господи, насколько он ярко и как будто синтетически". Лимон, не цветок, лимон. Мы сорвали лимон с дерева, и вот этот вот, место, да, где он крепился к дереву, я его понюхала, а он настолько ярко, просто, зубодробительно пахнет,
что кажется, что это не натурально, да, не может так натурально что-то пахнуть. Нет, а как раз-таки наоборот. И вот здесь тоже для меня это наоборот очень натурально, прям вот очень ярко, да. Ну, возможно, еще, знаете, в климат. Климат тоже влияет. Может, тут так открывается, что мне кажется, это очень натурально. Аромат, конечно, все-таки больше про туберозу, и меня он всегда уносит куда-то на тропический остров, в вечер, огни, танцы, веселье, громко очень, жизнерадостно, жизнеутверждающе. Никто там не грустит на этом острове. Все туда приезжают веселиться. Так, ну, последний аромат. Да, это последний аромат Туту Бланк. Туту еще есть просто вот тот, который в розовом флаконе. Мне они очень похожи. Нарциссическая яблочная пастила, которая просто вот, ну, не пройдешь мимо, ее невозможно не заметить. Это очень яркий аромат, фруктовый, да, ну кому-то может казаться что-то другое. У меня лично яблочная пастила. Единственное, да, предупреждаю, кто-то тут слышит вот амброцианид. Я нет. Для меня вот амброцианид, амбродеревяшки, это вот этот вот аромат для меня, это кирки, эрба пура. Здесь для меня вообще другое. Да, тут такая база, она яркая, она мускусная, она прям она держит этот аромат, он очень хорошо носится в жаре, не слетает, освежает, звучит очень-очень красиво. Ну, кстати, бланк можно носить и в более прохладную погоду, да. Если вот просто туту розовый, я не могу в прохладную погоду, он прям по голове бьет своей громкостью. Этот нет. Этот можно и в холодную погоду, он очень стойкий, шлейфовый и громкий. Вот, друзья, вот все вам рассказала, вот как есть, как знаю. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нарциссизма, да. Может быть, что-то вы новое сегодня услышали про него, может быть, вы это все знали. А, Если интересно, сделайте обязательно тест, переходите на канал Ульяши. Я очень рада была вас увидеть. Пишите комментарии, там пообщаемся. Очень рада была провести время с вами. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока и обязательно будьте счастливы. Пока-пока.